Во многих генетических исследованиях можно встретить упоминание анатолийских земледельцев в качестве примесей в популяции различных регионов Евразии, как анатолийский неолит. Но кем были эти люди, изменившие генетический облик жителей Европы? Они тоже откуда-то мигрировали или сами занялись земледелием? Эти вопросы давно обсуждаются, и в новом исследовании международная группа ученых дает ответы о происхождении анатолийцев, а также делится интересными и неожиданными результатами, которые включают и некоторые фенотипические признаки. Практика земледелия началась примерно 11-12 тысяч лет назад на Ближнем Востоке, в регионе, названном как плодородный полумесяц из-за своей формы, которая охватывает современный Ирак, Израиль, палестинские территории, Сирию, Ливан, Египет, Иорданию, юго-восточную окраину Турции и западную окраину Ирана. Некоторые авторы в этот регион также включают и Кипр. Именно в этом регионе впервые возникло оседлое земледелие. И достигнув Центральной Анатолии около 10 300 лет назад, распространилось по всей Западной Евразии, все больше вытесняя местных охотников и собирателей. В отличие от Европы, в регионах плодородного полумесяца, таких как Южный Левант и горы Загрос, расположенные между современным Восточным Ираком и Западным Ираном, структура населения сохраняется на протяжении всего неолитического периода. Это указывает на то, что охотники-собиратели этих регионов локально перешли на производящее хозяйство. Здесь стоит отметить, что неправильно в качестве представителей древних анатолийцев представлять более современных турок, потому как они генетически смещены в сторону жителей Центральной Азии, и это согласуется с историей смешения с населением этого региона. Центральная Анатолия имеет некоторые из самых ранних свидетельств сельскохозяйственных обществ за пределами плодородного полумесяца, и таким образом является ключевым регионом в понимании раннего распространения земледелия. В этом исследовании ученые сообщают о новых данных, в которых впервые представлен геном анатолийского охотника и собирателя из эпипалеолита возрастом 15073-15642 года, обнаруженного на участке Пынар-Баши, Турция. А также в исследовании представлены геномные данные 5 ранних неолитических докерамических анатолийских земледельцев возрастом от 10300 до 9800 лет из археологического участка Банжуклу, Турция, и 2 земледельцев раннего неолита из Южного Леванта возрастом от 9700 до 8685 лет. В целом, эти данные включают генетическую запись от эпипалеолита до раннего Голоцена, охватывающую появление сельского хозяйства в регионе. Помимо новых, в анализе принимали участие генетические данные 587 древних представителей из разных популяций. Генетическое наследие и примеси у анатолийцев. Эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель генетически отличается от других зарегистрированных популяций позднего плейстоцена, а анатолийские популяции неолита получили значительную часть этого генома в наследство. Это позволяет предположить, что земледелие было принято местными охотниками-собирателями Центральной Анатолии, а не привнесено в результате массовых миграций. Исследователи также обнаружили четкие генетические взаимодействия между популяциями Центральной Анатолии и более ранними сельскохозяйственными центрами на Востоке в течение позднего плейстоцена раннего Голоцена и зафиксировали генетическую связь с европейскими охотниками и собирателями, которая возникла еще 15 тысяч лет назад. То есть, еще до появления земледелия, охотники и собиратели из Европы и Ближнего Востока успешно смешивались между собой. Данные указывают на то, что эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель генетически является промежуточным звеном между западноевропейскими охотниками-собирателями и популяцией неолитического Леванта, что невозможно объяснить
без потока генов между этими тремя группами. Но это подтверждает наличие в позднем плейстоцене как ближневосточных, так и европейских предков, связанных с охотниками и собирателями в Центральной Анатолии. Примечательно, что эта генетическая связь с Левантом предшествует появлению сельского хозяйства в регионе как минимум на 5 тысячелетий. А вот докерамические анатолийские земледельцы немного смещены от анатолийского охотника и собирателя в сторону древнего и современного Кавказа и иранских групп. Около 10% неолитического происхождения, связанного с древним Ираном, по-видимому, распространялось в Центральной Анатолии во время заключительных стадий плейстоцена или раннего голоцена, скорее всего, через контакты в восточной части Анатолии. А представители анатолийского керамического неолита имеют больше аллелей, связанных с жителями Леванта раннего голоцена, чем анатолийцы докерамического неолита. Генетические связи между плейстоценовой Европой и Ближним Востоком. Анатолийские охотники и собиратели пережили климатические изменения во время последнего оледенения и заселили регион, соединяющий Европу с Ближним Востоком. Однако неолитическое взаимодействие между Анатолией и Юго-Восточной Европой до сих пор недостаточно хорошо археологически задокументировано. Интересно, что предыдущее геномное исследование показало, что современные жители Ближнего Востока имеют больше аллелей с более поздними охотниками и собирателями Европы моложе 14 тысяч лет, чем с более древними. Большинство поздних европейских охотников и собирателей принадлежат к значительно однородному генофонду, называемому кластер Виллабруна, в честь его самого старого из найденных представителя эпигравецкой культуры в Северной Италии. Результаты показывают, что не основное евразийское происхождение древних анатолийцев и жителей Леванта происходило из генофонда, связанного именно с этим кластером, до того, как он попал в Европу, после 14 тысяч лет назад. Поздние европейские охотники и собиратели с Балканского полуострова, который географически соединяет Анатолию и Центральную Европу, показывают наибольшее генетическое сродство с анатолийскими охотниками-собирателями и в меньшей степени с представителями натуфийской культуры Леванта. Охотники и собиратели Балкан или представители района Железных Ворот, которые упоминаются в новой статье, уже были описаны на канале. В видео «Стоянка охотников и собирателей Лепенский вир. Традиции, искусство и датировки перехода к земледелию». Если кто не смотрел, рекомендую. Это дополняет материал. Исследователи отмечают, что популяцию Железных Ворот можно смоделировать как трехстороннюю смесь ближневосточных охотников-собирателей, а именно 25,8% эпипалеолитических анатолийских охотников и собирателей или 11,1% натуфийцев, западноевропейских охотников-собирателей 62,9% или 78% соответственно, и восточноевропейских охотников-собирателей 11,3% или 10,9% соответственно. Последующие анализы предполагают, что однонаправленного потока генов с Ближнего Востока в Европу может быть недостаточно для объяснения избыточного сродства популяции охотников и собирателей Железных Ворот и Ближнего Востока. Поэтому можно предположить, что до 15 тысяч лет назад существовал двунаправленный поток генов между популяциями, предками которых были юго-восточные европейцы раннего голоцена и предками анатолийцев позднего ледникового периода, или генетическим притоком из популяций, чьи предки происходили от юго-восточных европейцев на Ближний Восток. Гаплогруппы и фенотипический анализ. При анализе с использованием однопараметрических маркеров эпипалеолитический анатолийский охотник-собиратель был помещен в митохондриальную подгаплогруппу K2b и в гаплогруппу Y хромосомы C1A2, которая редко встречается у современных евразийцев. Митохондриальная гаплогруппа K2 до сих пор не была обнаружена у палеолитических охотников-собирателей. Тем не менее,
Гаплогруппа Y хромосомы C1A2 была зарегистрирована у некоторых из первых европейских охотников-собирателей. А первые земледельцы принадлежат к типам ранних неолитических митохондриальных гаплогрупп N1A, U3 и K1A, и Y-хромосомных гаплогрупп C и G2A. Исключением стал один древний представитель Леванта, у которого была выявлена самая ранняя митохондриальная гаплогруппа N1B. Помимо этого, в результате исследования аллелей, связанных с фенотипическими признаками в древних геномах, были обнаружены интересные особенности. У троих докерамических анатолийских земледельцев был обнаружен производный аллель в гене HERC2, который в первую очередь ответственен за более светлый цвет глаз. Этот аллель был ранее обнаружен у охотников и собирателей возрастом 13-14 тысяч лет из Италии и Кавказа. Но ранее не сообщалось о подобных находках у охотников-собирателей или ранних земледельцев Ближнего Востока. Выводы. Подытожить все это можно тем, что на протяжении 7000 лет в Анатолии была относительно однородная генетическая картина между охотниками-собирателями и ранними земледельцами, примерно на 80-90%, во время перехода от присваивающего к производящему хозяйству. Эта демографическая картина аналогична той, которая наблюдалась в более ранних фермерских центрах плодородного полумесяца и отличается от модели распространения сельского хозяйства в Европе. Новые результаты дают генетическую поддержку археологическим свидетельствам о том, что Анатолия была не просто ступенькой в движении ранних земледельцев из плодородного полумесяца в Европу, но скорее местом, где именно местные охотники-собиратели переняли идеи и технологии соседей, а возможно, до чего-то дошли и сами. В дополнение к локальному генетическому вкладу более ранних анатолийских популяций, земледельцы анатолийского докерамического неолита наследуют около 10% своих генов из генофонда, связанного с неолитическим Ираном, Кавказом, в то время как более поздние представители керамического неолита Анатолии получили около 20% генома из другого отдельного генофонда, связанного с неолитическим Левантом. А на Западе прослеживается тысячелетняя генетическая связь между анатолийскими и европейскими охотниками и собирателями плейстоцена. В частности, мезолитические юго-восточные европейские охотники-собиратели Балкан демонстрируют сильную генетическую связь с эпипалеолитическими анатолийскими охотниками и собирателями. Однако, широкие временные разрывы между доступными геномами в настоящее время ограничивают возможности исследователей. Получение дополнительных данных из этих регионов, а также из географически промежуточных популяций Восточной Анатолии и региона Большой Месопотамии, может помочь определить, как произошли эти генетические изменения в Центральной Анатолии. Либо в результате кратковременной массовой миграции, либо благодаря фоновому потоку генов низкого уровня. А нам остается ожидать новых данных. Зато теперь при упоминании анатолийских земледельцев и не только, гостям и подписчикам канала будет проще представить, о ком идет речь.